Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Подписываемся, чтобы не пропустить новые видео мастер-классы, которые выходят через день. И смотрим сегодня, вот у меня такая идея кофточки. Маленький рукавчик, большой вырез, все-таки это у нас лето. И два узора. Плотный и звезда Давида, который мы с вами узорчик разбирали. Хотела связать чуть пошире, но как-то мне вот не получилось. В плане, вот знаете, как футболка или как топик получился. Вот, то есть узор, он очень плотненько ложится и не дает такого широкого размаха. С одним накидом. Раз, два, три, 4 воздушные петли. В первую петельку столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Чем удобно колечки? Удобно тем, что первый ряд столбиков с накидом обычно сложно вязать. Найти первую петельку воздушную сложно. Вот. И во-вторых, уже у нас сразу будет обвязка идти. Достаточно симпатичная. Уже не надо край обвязывать. Раз, два, три, 4. Набираем, вязать будем по кругу. Набираем по объему бедер. Набрала колечки. Выровняла, чтобы они все смотрели в одну сторону. Внизу воздушные петли, вверху столбик с накидом. И мы начинаем, соединила, начинаем вязать 1, 2, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Это у нас такая галочка будет. И теперь в центр галочки, вяжем точно так же. Вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Я хотела почистить, но вот я не знаю, если вязать между, слишком ли это будет. Слишком ли это будет часто. Давайте сделаем без воздушной петли. Без воздушной петли, но между колечками и в колечко. В колечко 2 столбика. И между колечками 2 столбика. А в следующем ряду в центр этих 2 столбиков, вот наша галочка, в центр будем вязать 2 столбика. И в этот центр 2 столбика. Попробуем так. Вязание будет плотно, и чтобы оно у нас не уменьшалось. Вот такая галочка без воздушной петельки. Так попробуем. Я вязала галочку и между, в колечко и между. Но у меня получилось очень широкое полотно. Мне пришлось все распустить. И набрала колечки. И в каждое колечко просто галочка. Просто галочка, просто галочка. Все. Потому что иначе полотно получалось очень широкое. И потом в каждую галочку опять также 2 столбика. И добавила воздушную петельку. То есть тут нужно первый ряд попробовать посмотреть, как у вас сложится вязание. У меня вязание вот таким образом. Галочка, воздушная петля внутри и галочка. Между ними воздушных петель нет. Вот. Теперь наша задача, после того, как провязали ленточку, связать узор петля Давида. Мы ее с вами вязали. Вот такой у нас такая схема, такой план вязания. Мы должны связать. У нас был узор прямой, а теперь нам нужно связать его по кругу. Раз, два, 3, 4 воздушные петли я беру и 2 накида. Набрали 4 воздушные петли, делаем 2 накида, пропускаем 1 столбик, вот столбик, вяжем во второй столбик с 2 накидами. Теперь тот, который столбик пропустили, мы его провязываем, столбик с 2 накидами, делаем воздушную петельку. И опять вот у нас впереди 2 столбика. Сначала мы первый пропускаем, вяжем во второй столбик с 2 накидами, в первый столбик с 2 накидами, воздушная петля. И по очереди. Наша задача провязать весь ряд. Вообще раппорт узора только один рядочек, но только в шахматном порядке.
перекрещенные петли и воздушная петелька. Вот. Удобно вязать галочку. Почему? Потому что здесь у нас уже все петли по 2 счета рассчитаны, поэтому вот. Воздушную петельку сделали, вот наши 2 столбика. Провязываем сначала второй, потом первый. Воздушная петля, опять второй, первый. Воздушная петля, второй, первый. Вот такой первый ряд. Первый ряд узора провязанный, и он почти такой же, как и основное полотно, казалось бы, да? Галочки, вот они. 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика. Теперь соединяем и вяжем второй ряд. Будет более понятно. Провязала я наши соединенные скрещенные столбики. Один столбик у нас провязанный. Остается только один. Вот мы его провязываем. В этом ряду мы пока сейчас его соединим не очень красиво. Вот так. Но в следующем ряду соединение уже будет посимпатичнее. То есть мы, смотрите, что мы делаем. Мы переходим с соединительным столбиком вот сюда. Наша задача теперь такая. Провязать второй столбик, потом первый. Вот. Дальше получается второй, первый, второй, первый, второй, первый. Да? И мы это делаем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли сделаем. 5. Набираем 2 накида и возвращаемся в тот столбик. Первый. То есть второй мы с вами провязали, а теперь нам надо связать первый. Вот такую галочку, чтобы уже явно видно все было, что это у нас перекрещенные петельки и воздушная петелька. Теперь все проще. Первый пропускаем, второй вяжем. Все точно так же, как и в первом ряду узора. Воздушная петля. И опять второй, первый, второй, первый. Сложно запутаться. То есть у нас остается внизу галочка, мы провязываем в 2 соседних. Над галочкой у нас будет такая вот дырочка. То есть это будет чередование. И раппорт узора один ряд. Первый ряд мы связали. Теперь мы просто повторяем. 2 скрещенных столбика, второй, первый и воздушная петля. Опять 2 скрещенных столбика, второй, первый, второй, первый. Между ними воздушная петля и столбик с 2 накидами. Вот такой простой узор дает ажур. Вяжем столько же, может быть, чуть больше рядочков, чем мы связали основу. Потом опять основа. Провязала сеточкой всего 22 сантиметра у меня получилось. Вот наш узор и плюс сеточка. 22. До проймы я обычно вяжу 40. Вот, только теперь мы начинаем вязать опять наш более плотный узор. Абсолютно такой же, как и вязали. Продолжаем. Соединительный столбик, наверное, вот мы сюда сделаем нашу арочку. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Это столбик и воздушная петля. Вот, и продолжаем. Столбик, воздушная петля, столбик. То есть очень легко в этом узоре переходить с одного на второй, потому что тут считать ничего не нужно, думать ничего не нужно, просто вяжем более плотным узором. Разделила вязание пополам. Проймы мы отметили, мы их не вяжем с одной стороны, с другой. И спиночку ровно галочками, как я вязала, показывала, я вяжу. И 4 рядочка последние я разделила все полотно на 3 части. У меня получилось 11, 11 и вот здесь вот в центре 12. Вот. Это вырез горловины. То есть плечики мы с вами связали еще 4 раза на спинке. Горловину не вяжем. Идем дальше. Теперь у нас задача впереди распределить. Что у меня тут за маркеры? Я выделила плечо, вот ровно столько же галочек, 11, как на спинке, чтобы потом было удобно сшивать. Вот. И в центре у меня получилось 12 опять. 2 галочки мы не вяжем, 2 маркера стоит. Вот эту часть нужно будет уменьшать
до плеча. А там, где плечо, будем просто вязать ровно. То есть привязываем ниточку за зеленым маркером. 1, 2. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вот. И вяжем галочку. То есть в самом начале мы провязали просто 2 воздушные петли. Это уже идет уменьшение. А потом вяжем галочки. И так мы будем уменьшать. Сейчас вяжем до маркера, до проймы. Когда я буду вязать обратную сторону, я вам сейчас покажу, как будем уменьшать, закруглять горловину. Закруглять будем до оранжевого маркера. Итак, я провязала туда и обратно. Возвращаемся к вырезу горловины. У нас провязано, вот, получается, 2 воздушные петельки и последняя галочка. Предпоследнюю мы вяжем, провязали, и в последнюю галочку мы вяжем столбик с одним накидом. Вот, то есть повтор воздушная петля или столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки и опять разворачиваем вязание. Вместо галочки, вот вместо галочки, мы вяжем просто 2 воздушные петли, а следующую галочку вяжем как галочка. И вот за счет этого у нас идет уменьшение. Все время мы вяжем вместо галочки 2 воздушные петельки, либо столбик с накидом. Вот у нас идет вот такое уменьшение. Опять вяжем ряд. И в следующем ряду повтор. Наша задача выйти на ровное количество. У меня плечо 11 галочек. Вот. То есть такое очень легкое уменьшение в этом узоре. У меня вот такой вырез получился. Все, как я показывала, мы провязываем 1 столбик, галочку, 1 столбик, галочку, 1 столбик, галочку. Вот так получилось где-то 6 раз. С одной стороны, точно так же этот вырез вяжется и с другой стороны. Очень просто и одинаково. А потом 11 галочек я вязала ровненько. И получился вот такой вырез. Идем дальше. Связали обе половинки с изнаночной стороны. Просто-напросто сшиваем. Приложили и сшили со всех сторон. Я прошиваю столбиками без накида. Можно иголочкой. Теперь наша задача пройма. Очень часто меня спрашивают, а как же вязать? Вне зависимости от узора провязанная пройма есть. Первый рядок всегда можно провязать либо столбиками с накидом, либо вот как у нас идет узор галочка. Я предлагаю этой же галочкой один ряд узора связать, а потом мы будем вязать узором звезда Давида. Как вяжется узор, мы знаем. Мы его вязали. Первый ряд вяжем в пройме, чаще всего просто столбиками. Каким образом? Вот я начинаю с проймы, где узор есть. Его легко подстроить и вязать то, что есть. Идем дальше. Смотрите, вот у нас боковые идут такие, да, галочки. Вот мы за эти боковые галочки и вяжем такие столбики, которые у нас лежат. Вот. Следующий столбик, галочку, 1 и 2. Следующий столбик боковой, 1 и 2. То есть точно так же при вязании любой кофточки, кардигана, жилета, если вы хотите связать рукава, сбоку набираем столбики с одним накидом и вяжем любой узор, потому что основной узор мы уже с вами связали. Один ряд столбиков провязали для набора. И потом вяжем узор. Я думаю, это не сложно. Обвязала пройму. Ну, смотрите, я ее изменила. Связала сначала, как я вам показывала, в каждый столбик. Но это получается слишком волны дает. И мне пришлось распустить и перевязать. Галочка, столбик пропускаем. Потом галочка, столбик пропускаем. И тогда получается хорошая пройма.
И для тех, кто мне часто пишет, что я переделаю, потом приходится распускать, все-таки я советую сначала посмотреть видео от начала до конца. У меня ролики очень короткие, я их не затягиваю. Уж 10 минут можно посмотреть сначала и потом начинать вязать. Вот. И у нас пришли мы к завершению, мы наши галочки связали. Теперь для того, чтобы перейти на узор звезда Давида, я соединительным столбиком перехожу. Вяжу 1, 2, 3. Помните, да, мы? Теперь мы скрестно вяжем столбик, делаем воздушную петлю. И опять столбик пропускаем. Сначала вяжем второй столбик, потом вяжем первый столбик и воздушная петля. И повтор. Сначала второй, потом первый. То есть, как мы вязали узор, я показывала и отдельно узора. И когда мы вязали с вами кофточку, мы набирали, мы все это провязывали. Но для повтора, смотрите, есть схема. Вот она у нас. Схема есть, как все вяжется. Крест-накрест, воздушная петля. Крест-накрест, то есть второй столбик, первый, воздушная петля. Вот. Все точно так же повторяется. Все ряды повторяются. Но это я хочу напомнить. А как узор вяжется, мы с вами разбирали. Вяжем узором, таким сеточкой. Столько, сколько вам хочется. Я пока не знаю. Я буду вязать. И, конечно, смотрите видео, чтобы понимать, как красиво должно получиться. А уж когда все просмотрите, тогда и начинайте вязать. Вот такой рукавчик у меня связался. Узор звезда Давида мы разбирали, провязали галочки, первый ряд. И как мы начинаем вязание? Первый столбик пропускаем, вяжем второй. Второй провязали, первый, воздушная петля. Мы это проходили с вами. Единственное, я хотела показать по кругу. По кругу мы этот узор не вязали. Очень часто меня спрашивают, как по кругу. Я, честно говоря, не могу даже понять этот вопрос. Как по кругу? Вот мы вяжем. Доходим до нашего первого столбика и просто соединяем. Все. А если не соединяем, то просто-напросто вяжем в обратную сторону. Вот. И если этот узор вязать еще, я уже, в принципе, закончила вязать, то мы как начинаем? Соединительный столбик сделали. Еще один. Переходим как бы мы соединительными столбиками. 3 воздушные петли. Это мы второй столбик провязали. А теперь наша задача провязать первый столбик. Провязали первый столбик. Воздушная петля. И опять у нас с вами первый и второй. Второй вяжем. А потом первый. Воздушная петля. И опять второй вяжем. И всегда так. Второй первый, второй первый, второй первый. Все. Узор вяжется просто, смотрится достаточно симпатично. Провязали на ту длину, которая вам хочется, на ту длину, которая вам нравится. Я связала небольшой рукавчик. Я его еще хочу вот так сделать. Вот так. Дело вкуса, да? Идем дальше. Наша задача обвязать горловину. Горловина у меня получилась вот такого плана. Горловину всегда начинаем обвязывать со спинки, чтобы не было видно шва. Поворачиваем. Я вяжу всегда однообразно, может быть, для кого-то. Всегда очень просто. Я обвязываю в центр. Воздушная петля. Привязались. Я обвязываю всегда полустолбиками. Полустолбиками. Вот у нас идут галочки здесь, а мы вяжем полустолбики просто между галочками. Вот. Ряд полустолбиков, а потом ряд столбики без накида. Все. Ввязываю все так. В тех местах, это у нас на спинке ровное полотно. В тех местах, где у нас идут боковые столбики, здесь, конечно, может быть сложнее в плане того, что нужно вязать. Сейчас ниточку поймаю. Нужно вязать, наверное, интуитивно.
полустолбик провязали. И в полустолбик не слишком чистить. Может быть, 2 полустолбика в каждую петельку. Вот так вот оптимально. Провязали, посмотрели. Если не допощится, то и дальше вяжем. Вот так вот ровненько получается. 2 полустолбика за вот 1 столбик, который у нас боком. Вот, все. Получилась у меня вот такая летняя, хотела сказать, кофточка, но, наверное, больше топ. Просто сделала вязочку, короткие рукавчики и 2 узора. Один узор плотный, один узор звезда Давида. Хотела связать по объеме, но как-то не особо у меня получилось. Больше топ, чем кофточка. Значит, нужно больше брать петель, если хотите связать кофточку пошире. У меня получилась вот такая. Неплохая, летняя, простенькая, но тем не менее с интересным узором. Расход пряжи грамм 150, наверное, ушло у меня. Без рукавчиков. И звезда Давида она немного берет. Вот. Такой летний вариант кофточки. Надеюсь, видео вам понравится. И вы также сможете связать для себя такой вот вариант с интересными такими звездами. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Возьмете все в копилочку, а может и свяжете вместе со мной. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч!